Так, доброго времени всем суток. Сегодня у нас вопрос такой со Славиком возник, ну, спорный. У каждого как бы свое мнение по поводу люка. Ну, в частности, в 25 году. Ну, вот мы сидим в Ford Scorpio первого поколения. У меня, допустим, есть люк электрический. Все тут как бы открывается. Не будем сейчас играться. Время, деньги, так сказать. У Славика Ford Mondeo, ну, вот рядом, скажем так, стоит. Там кусочек видно. Вот. У него люка нет. У него все машины были без люков. У меня как бы всего две машины было, или вторая вот с люком. Вот у меня тоже раньше, кстати, может, там до того, как у меня был люк, ну, реально так всегда казалось, что это так круто, это так, ну, даже не круто, а функционально и прикольно. Ну, до того момента, как я не начал ним пользоваться. Но об этом чуть позже. Вот я сейчас у Славика вот задам вопрос, так как у него люка нет, он, да, на моей машине немного ездил, попользовался люком, и он типа говорит, что да, ему понравилось, это круто. Ну, он поездил, сколько ты поездил там? Пару недель. Пару недель он поездил, и он считает, что это, ну, круто, классно. Ну, хорошо, вот, Славик, давай скажи, ну, почему ты так думаешь? Ну, Потому что на тот момент как бы не было во владении автомобилей с кондиционером. Вот, были обычные автомобили без люка и без кондиционера. И понятное дело, что в автомобиле жарко летом. И в принципе, когда открываешь люк, то оно ж горячий воздух вверх поднимается, он как раз туда в движении, особенно туда его затягивает именно горячий воздух. А такой более-менее там, ну смотря, конечно, сколько градусов на улице. Если на улице, допустим, сильно жарко, то разницы, наверное, не будет. Вот. А если солнце, вот, я думаю, что он помогает. То есть с ним лучше, чем без него. Если у тебя нету кондиционера. Это однозначно, я так думаю. хорошо, то есть ты считаешь, что тут окон открывающихся, особенно вот, допустим, у нас там и окна открываются, и Да, я с понял. кнопочки там все, то Да, есть я да, сижу смотри. там, как бы... Вот, так тут нюанс в том, что когда ты открываешь окна, ты начинаешь дуть. Дует прям, они все любят сквозняк там и так далее. Кто-то, конечно, любит наоборот, чтобы там Ну, ветерочек. есть, Вот, да. да. А здесь плюс в том, что ты открываешь, а сквозняка такого нету. Ну, просто куда-то так уходит, но нету такого вот сквозняка, как когда ты открываешь. Особенно на скорости. Вот согласись, на скорости ты едешь, люк открыл, тебе же не начинает сразу на тебя дуть. Нет, ну у тебя быстренько горячий воздух уходит, да, допустим, если опять же на улице, если более прохладненько, там не устраивает тебя температура, то с люком лучше. Хорошо. А теперь такой вопрос. Ты ездил на скорости на этом Скорпе с люком открытым? А вот не ездил, прям на Вот не большом ездил. скорости не ездил. Хорошо, теперь у тебя Ford Mondeo, у которого есть кондиционер. Ты, ну, есть, я видел с люками тоже комплектация, то есть это дороже, там, допустим, если новый автомобиль человек покупает, и там, ну, я думаю, приличная сумма будет за, тем более сейчас там панорамы вот эти все, хорошо, ну, может, когда у тебя излишек денег, ну, это круто выглядит, хорошо. А с функциональной точки зрения, вот как ты думаешь, сейчас с двухзонным климат-контролем, ну, надо это вообще? Ну, Наверное, нет. Скорее всего, что нет. Потому что тогда, я же говорю, тогда вот я объяснил ситуацию. Были автомобили и без люка, и без ничего. вот, Без тогда. кондера, да. То есть, а в основном сейчас люди покупают, ну, уже ж не такие вот, как у меня, автомобили. Особенно, если автомобиль затонировать, и если еще и правильно затонировать, если там, ну, грубо говоря, чтобы солнце не пекло в лицо там и вообще по всему автомобилю, вот, то с кондиционером вообще супер ездить. И люк, я думаю, что не нужен. Ну, собственно говоря, к этому я тоже пришел. Хотя раньше, я же говорю, я смотрел люк и думаю, это круто. Теперь вернемся к практике все-таки. Слайк все-таки теоретически о люке подумал, а я уже владелец этого автомобиля, получается, 5 лет, уже, наверное, шестой пошел, да, и у меня люк есть. И я вам скажу, я его как закрыл 2 года назад,
так и, в принципе, сейчас вот он, я знаю, вроде должен работать, но, честно, ну, не хочу даже открывать. Вот. Но не суть. Суть в том, почему закрыл. Хотя мне тоже казалось, что это круто, классно, и у меня кондиционера нет Ford Scorpio. В чем же вопрос? Почему я до этого пользовался, а сейчас нет? Ну, пользовался я по той простой причине, что у меня была авария, и у меня стеклоподъемники одно время не работали. А потом я по привычке пользовался. Но я пользовался ограниченно. Славик вот говорил, что вот на большой скорости вот это вот круто, типа. Я на большой скорости ездил с открытым люком. Ну, недолго. Я даже когда было жарко, я его закрывал на большой скорости. Нереально ехать на большой, ну как, реально, но некомфортно вообще, я вам скажу. Как вы его, у меня он открывается и вот так, и отъезжает вот так, то есть, ну, то есть можешь открыть полностью, он заедет сюда, у меня там Ну, раз, в чем проблема заехал была? сюда, можешь вот так вот открыть, вот, и если ты открываешь вот так сзади, впереди тебе, ну, дуть не будут. А вот задним пассажирам это их сдувать будут. В голову будут сдувать. Реально. Мгм. Хорошо. Открываем вот так. Мгм. Ставим. Вот я показываю. То есть, чтобы ну, сюда типа не задувало, выходил отсюда воздух горячий. Он, если закрыты окна, он по факту Не находит? не выходит. Да, ты включаешь печку. Самое интересное, печку на холодную, Ford Scorpio. Я не знаю, как на других там автомобилях. Там, хотя на шестерке я ездил, там тоже, когда жарко, я включал холодный воздух, и он работал. Но это было как бы весна, мне жарко было. Это один нюанс. Летом я сомневаюсь, что эффект такой будет, как на Scorpio. Здесь, если ты едешь, даже в городе, в Киеве, я включаю на холодную, и он реально вот дует как ну, нормальный вентилятор, и тебе комфортно. И когда ты на скорости открываешь люк, в любом положении, он сильно шумит. Он Мгм. очень мешает ехать. Это, ну, очень некомфортно. То есть ты соседнего пассажира слышать практически не будешь. Ну, В тоже, по городе, сути, да, в что с пробках ты открытыми когда окнами, да? стоишь, в принципе, можно открывать. Вот единственное, что в пробках, вот я ездил по Гостомелю, по Ирпеню, там, по Киеву с люком открытым, когда у меня не работали эти самые, да, я печку включил и открыл этот самый люк. И оно у меня быстрее выгоняет. По пробкам, да, я не вопрос, нормально. Но с другой стороны, по пробкам я точно так же, сейчас у меня стеклоподъемники везде работают. Нет, вот сейчас справа не работает передняя. Ну, разберемся, это другой вопрос. Их приоткрываешь, печку включаешь на холодный, Мгм. и оно все быстренько выходит. То есть, по сути, То одно и есть, то же, да? да, Получается. и вот По по эффекту. факту, да. И вопросы по обслуживанию Обслуживание. люка, да, то есть это, допустим, я уже знаю все эти нюансы, но иногда эти нюансы довольно-таки, там все у меня есть на канале видео по обслуживанию Люка. люка, может, не знаю, там, понятное, непонятное, ну, комментарии пока что там конкретных вопросов не задавали. Хотя один из подписчиков отдельно подходил, и он говорит, у меня не получилось там. Вот. А не получилось, потому что он все-таки не воздухом его чистил, а именно щеточкой с Алиэкспресса, там специальные щеточки. Но они предназначены для определенных моделей. Но не для Sierra, не для Ford Scorpio. Там у нас длинные эти самые стоки. И с Алиэкспресса вы когда покупаете ёршик этот, ну, он наперед подходит на 2 стока, а назад не подходит. И, ну, то есть есть проблемы потом с подтеканием люка. Вот, их потом герметиком заделать. У меня такого нет, у меня герметиком не заделано. Но сейчас там другой вопрос. Как бы, по сути, приходим к выводу, что ну, по факту это больше красота, чем функциональность. Хотя, действительно, оно смотрится ну, красиво. Или, может быть, так нас научили рекламой производители.
не суть. Сейчас мы, в принципе, иногда над многими вещами не задумываемся. Ага, ну есть, значит, там разработчики сделали, значит, это надо. Ну, есть дополнительные деньги, можно купить. Ну, если у вас нету дополнительных денег, ну, мое мнение, в 25 году, в 26 году, если вы там старше 2005 года автомобиль покупаете, смотреть с люком или без, лучше, если есть у вас возможность, лучше взять все-таки без люка, меньше геморроя, раз. А во-вторых, он просто, по факту, он не нужен. Ну, то есть, это мое чисто. Ну, если действительно на скорости то же самое, что с открытыми окнами, то я тоже понимаю, что смысла нет. Смысла нет, да. То есть он очень шумит, реально. Хоть ты его Я в понял. какое положение не поставь, блин, ну вот как-то так. Всем спасибо, до новых встреч. Ставьте лайки и подписывайтесь. Да.